Этот салат выглядит настолько нарядно и аппетитно, что со стола улетает, а готовится он из самых доступных овощей. Полный список всех пропорций и ингредиентов оставила для вас ниже под видео. Начала приготовление с обыкновенной моркови. Взяла 2 небольшие штучки, вымыла и отправила вариться в подсоленную воду. Натирать морковку нужно обязательно на самой мелкой терке. В этом кроется мой первый маленький секрет. На мелкой терке слой получается невероятно нежным, легким и пышным. Разравниваю вилкой. Следом берем 2 плавленных сырка. Чтобы сырок не прилипал, заранее отправляю его в морозилку примерно на 30 минут. Слегка подмороженный сыр натирается легко, быстро и аккуратно. Натираю прямо в тарелку, в которой буду подавать блюдо на стол. Разравниваю слой вилкой. Сверху делаю сетку из нежного майонеза. Лучше брать майонез с жирностью не более 50%, он более легкий. Если вы умеете делать домашний соус на яйцах или сметане, то получается вообще сказочно. Расскажите в комментариях, пользуетесь ли вы покупным майонезом или предпочитаете свой, домашний. Теперь черед отварных куриных яиц. Очищаю их и отделяю белки от желтков. Белки прямо на весу натираю над той же тарелкой следующим слоем поверх сырка. А желтки пока просто отставляю в сторону, они нам понадобятся чуть позже. Дальше беру свежую зелень. У меня сегодня классический дуэт из укропа и петрушки. Нарезаю пучок, часть нарезанной зелени высыпаю поверх белкового слоя и снова покрываю майонез сеточкой. И теперь переходим к нашей главной героине. Свеклу я отварила заранее. Если свекла попалась не слишком сладкая, я добавляю в воду при варке немного соли и половиной чайной ложку сахара. Молодая свекла варится очень быстро. В отличие от моркови, свеклу натираю на крупной терке, потому что она очень сочная. К натертой свекле выдавливаю через пресс пару зубчиков чеснока для приятной пикантности. Слегка присаливаю, сахар по вкусу и перемешиваю с майонезом в отдельной миске. Для финального штриха беру желтки и разминаю их вилкой в крошку. Смешиваю их с оставшейся зеленью. Получается очень яркая солнечная присыпка. Посыпать салат этой смесью лучше всего перед самой подачей на стол, потому что открытый желток имеет свойство быстро заветриваться. А как вы обычно украшаете простые овощные салаты к празднику, чтобы они смотрелись эффектно? Напишите свои проверенные способы в комментариях. С большим удовольствием прочитаю ваши идеи. Салат получается невероятно сочным, мягким, с приятной чесночной ноткой. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких и приятного вам аппетита!